Так, тело совы мы с вами связали. Вот оно. Теперь вот так расположите, чтобы тело у вас было с левой стороны, глаза, голова с правой. Чтобы вам не ошибиться. Смотрите, мы с вами провязали 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Опять берем нитку. У кого какая есть. Если тулипа, значит край, конец завяжите. Вот. Так. Сделали накид. Перекрутили. Провязали. И еще одну петлю. Получили столбик с 2 накидами. Точно так же сюда вывязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Три воздушные петли. И еще 3 столбика с 2 накидами. Мы вяжем с вами крыло, и это будет считаться ряд 1А. Так, как обычно, 3 воздушные петли. Так, и вот здесь у нас арки. Значит, в первую арку мы вяжем столбик без накида. Между арками 3 столбика с 1 накидом. Так, давайте проверим, значит, ряд 1А. 1, 2, 3. 3 точки, где у нас по 3 столбика с 1 накидом. И 2 арки. Значит, после столбика без накида провязываем 3 воздушные. И вот сюда соединяем. Вот, смотрите, 1, 2, 3. Вот сюда столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И еще сюда 3 столбика с 2 накидами.
Так, закончили мы этот ряд. Переходим к ряду 2А. Поворачиваемся и вяжем крыло в обратном направлении. Так, ну я не озвучиваю сейчас, потому что вяжем точно так же, как и тело вязали. Ничего нового здесь нет. 3 воздушки. Вот. И опять сюда по центру столбик без накида. 5 воздушных. 5. Столбик без накида. И опять 3 воздушные петли. И заканчиваем ряд. Во втором ряду 4 арки. Вяжем ряд 3А. Поворачиваем. Три воздушные. В первую арку столбик без накида. Между арками 3 столбика. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушек. Последняя арка, столбик без накида. Значит, в третьем ряду должно получиться 2 точки по 3 столбика и 1 арка. И заканчиваем ряд.
Так, разворачиваемся и вяжем ряд 4А. Так, 3 воздушные. Столбик без накида сюда, где у нас 3 столбика. 5 воздушных. Столбик без накида в арку. И опять 5 воздушных. То есть в ряду 4А 2 арки. 3 воздушные. И заканчиваем ряд. Так, разворачиваемся. И вяжем ряд 5А. Три воздушные. В арку столбик без накида. Сюда 3 столбика. В следующую арку столбик без накида. Значит, в 5-м ряду у нас остается только одна точка, где 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И заканчиваем ряд. Так, разворачиваемся. И вяжем ряд 6А.
Так, когда провязали третий столбик с 2 накидами, сразу в центр вяжем столбик с 3 накидами. Вот 3 накида. И сразу заканчиваем ряд Так, закончили мы 6А и переходим к ряду 7А. Повернулись. В эту арку вывязываем только 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. И в следующую арку сразу вяжем тоже 3 столбика с 2 накидами. Значит, мы заканчиваем точно так же крыло, как заканчивали тело. Так, смотрим, что на данном этапе у меня получается. Тело совы и одно крыло. Теперь будем вязать следующее крыло. Так, после того, как закончили крыло, нитку обрезаем. Петлю закрываем. И если вяжем из тулипа, то завязываем узел. Так, переходим к следующему крылу. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь у нас 1, 2, 3. То есть 9 столбиков с 2 накидами. Вот они. Мы должны зайти вот сюда. И вяжется все так же. Три воздушные. И еще сюда 3 столбика с 2 накидами.
Так, это мы с вами вяжем ряд 1С или 1С, кому как удобно. Далее 3 воздушные. Здесь у нас 6 арок. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В первую, как всегда, провязываем столбик без накида. Потом 3 столбика с одним накидом, соединение. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных. Так, и вот сюда. Ну, в принципе, все так же и вяжется. Значит, вы довязываете до конца. Здесь также будет у вас 3 столбика с 2 накидами, 3 воздушные и 3 столбика с 2 накидами. Все, мы закончили с вами второе крыло. Теперь с вами будем вязать уши. Так, давайте вот здесь вверху, в центре, отметим центральный столбик. Вот, центральный столбик. И от него считаем. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А над 8 будем вязать ухо. Так, вытянули накид и перекрутили. Дальше вяжем накид. Над следующим столбиком провязываем столбик, соединяем. То есть 2 столбика провязали вместе. Далее 1, 2, 3, 4. И вяжем 2 незавершенных столбика с накидом. Так, первый ряд уха. Дальше второй ряд. Поворачиваемся. Вытягиваем петлю. Делаем накид. Разворачиваемся. Провязываем. Этот столбик вот над этими 2 объединенными. Следующий мы вяжем вот в этот столбик.
Сразу провязываем. Далее вяжем 2 столбика с одним накидом. Один. И второй. Вот у нас остался столбик. И здесь мы соединяли. Значит, сюда мы провязываем незавершенный столбик с накидом. И один вот сюда. Вот так вместе все провяжем. Поворачиваемся. Третий ряд. Вытянули накид, перекрутили, провязали. Так, вот здесь 2 объединили, значит, тут в следующий заходим. Так. И здесь у нас остается 1, и здесь мы соединяли. Так, провязали третий ряд, поворачиваемся и вяжем 4-й ряд. И вот здесь, где мы объединяли. Вот такое ухо получается. Теперь обрезаем нитки. Закрываем петлю. Так, одно ухо провязали. Теперь с другой стороны тоже отсчитываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы должны, по идее, вязать от 8-го столбика в эту сторону. И нам нужно еще 8. То есть считаем, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот сюда мы вводим крючок. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В 15 столбик вводим крючок. Проверяем. Как проверить? Сначала отсчитываем 7 столбиков. Вот как сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот отсюда мы должны были начинать. И надо, чтобы было 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это 8. Все, значит, правильно. И вяжем точно такое же ухо. Значит, в 15 столбик вводим крючок
И вяжем точно так же второе ухо. Ну, вот так у меня получилось. Значит, теперь мы должны закончить сшить нос. Сшивайте, как вам нравится. Можно крючком сверху провязать столбики без накида или соединительные петли. Можно сшить простой иголкой. Так, ну давайте вот я попробую столбики без накида сначала. Так, вот сюда. Вот между столбиков захожу. И вот под маркером последний. Так, разворачиваем и смотрим. Вот так получается. При желании можно еще вот иголкой вот здесь пройти. Ну вот, довязала я эту сову. Хвосты все спрятала и приклеила вот таким клеем Бизон для текстиля. С обратной стороны. Так, лучше всего, конечно, раскладывать на разграфленной поверхности. Вот я пеноплекс брала, графила по 1 сантиметру клетки. И очень хорошо все изделия растягивать. Так, что хочу сказать. Значит, как я уже говорила, я вязала крючком номер 1,75 миллиметра. Если вязать крючком меньше и нитками хлопчатобумажными, то сова получится чуть-чуть поменьше. И тогда она войдет вот в этот круг. Это обруч от кустодержателя. На улицах, на дачах используют, в приусадебных участках. Вот. Я покупала в фикс-прайсе кустодержатель. Там было их 3 штуки. Вот. Здесь кольцо было, и от него шли 3 луча. Мы их обрезали. И вот этот кустодержатель тогда как раз для совы подойдет. Видите? Он 28 сантиметров диаметр у него по внешнему краю. Вот с внешней стороны и до внешней. 28 сантиметров. Но поскольку я вязала
крючком 1,75 у меня не вошло. Что я сделала? Взяли провод, толстый у меня есть, и проложили по внешнему краю этого обруча. Так, проложили. И затем этот провод вот здесь склеили вот этим клеем. Тоже фирмы Бизон клеит все. Вот, представьте, провод склеили. Вот. И теперь у меня сова вмещается. Вот, и теперь я пряжи детская новинка подобрала практически в цвет, крючком, ну, может быть, не 1,75, а побольше крючок возьму, столбиками без накида обвяжу все это кольцо. И затем начну пришивать сову к этой обвязке. Вот, уши пришью, потом крылья, или уши, потом хвост, тело и крылья. Ну, это уже кому как понравится. Кстати, чуть не забыла. Я когда сову разложила, все растянула, то обработала крахмалом для жесткости. Вот эта пряжа тулип, она практически не крахмалится, потому что это синтетика, и крахмалу практически не поддается. Так что не крахмальте. А если вы вяжете из обычных ниток хлопчатобумажных, тогда можно накрахмалить и будет держать форму. Так, растянули, накрахмалили, высохло. И потом вы берете, вот, обвязываете столбиками без накида, или там, как вам понравится, вот этот обруч, ободок, и укладывайте. Иголки не вытаскивайте, так и остаются. Накладывайте этот обруч. И потом, где у вас иголки, вставляете эти булавки в обруч и в то место, где у вас была иголка. То есть вы уже заранее подготовили. Вот. Она, значит, у вас растянулась, высохла. И вы вставляете булавку вот в обруч и опять в то место, где булавка была. Накалываете вот по этим частям. И затем вы берете иголку, которой вы будете сшивать. Либо такую, либо обычную иголку. Подбираете нитки. Можно мононитью, но мононитью, мне кажется, сложновато будет. Подобрать нитки в цвет и пришить по тем местам, где у вас иголки будут. Ну, вы там, я надеюсь, сами сможете пришить. Так, теперь что хочу сказать. Значит, нам нужно сделать петлю. Так, закончили мы обвязку столбиком без накида и закрываем ряд. Одну петлю пропускаем. Под следующую протянули. Соединили мы ряд. Заходим под следующую петлю. Провязываем. Поворачиваем на изнаночную сторону. И вот эту петлю пропускаем, а будем цепляться вот за эту. За полупетлю.
И провязываем. Опять поворачиваемся. Так, вот здесь вначале трудновато будет. Вот здесь у нас есть петля, которая поперек. Так, сверху в нее заходим. Вытягиваем. И провязываем. Опять поворачиваемся. И теперь вот здесь вот одна петля, вот вторая. Вот надо в них зайти. Тоже сверху заходим. Вот. И провязываем эти две и две. И опять поворачиваем. Так, их две провязываем и две. Повернули. Вот, вот и хорошо видно поперечные. Вот их провязали и провязали. Опять повернули. Вот они. Значит, чтобы в эти петли попасть, туго не вяжите. И вот они сбоку эти петли. Поворачиваем. По сути, мы вяжем с вами шнурок гусеничком. Вот. Вы свяжете его на определенную длину, которая вам нравится, и закрепите опять в этом же месте. Так, ну вот, связала я этот шнур гусеничка. Длинную петлю не буду делать, сейчас я вам покажу сколько. Ну вот где-то 4,5 сантиметра он у меня, шнурок этот. Так. Теперь нитку отрезаем. Кстати, купила себе новые ножницы. Вот у меня были китайские, но тут вот у них люфт очень большой и плохо стали резать. Неудобные. Заказала себе ножницы. Вот этой фирмы Прум. Ну что хочу сказать, ножницы понравились. Значит, на эти ножницы на лезвие есть колпачок, чтобы не пораниться, хранить. Вот. Ножницы острые, в руке лежат очень даже приятно, прорезиненные ручки.
Вот японские ножницы. Очень хорошие. Я просто в восторге. Так, ну все, нитку мы отрезали, петлю затянули. И теперь смотрите, на какую сторону вам лучше закреплять петлю. На эту или на эту сторону. Вот. Смотрите, чтобы шнурок у вас не перекрутился. И вот такая петля получится. Ну и вот такая сова у меня получилась. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.